В экспериментальных декораторах есть еще одно важное свойство, которое стоит знать, это их последовательность вызовов. Давайте сразу перейдем к примеру. Здесь есть 4 типа декораторов. Это класс декоратор, property метод и параметр декоратор. И они всегда будут вызываться в строгой последовательности. Давайте запустим пример и посмотрим. У нас первым отрабатывает property декоратор, потом у нас вторым отрабатывает параметр декоратор, третьим у нас отработает метод декоратор и самым последним отработает класс декоратор. А теперь давайте на более сложном примере разберем, почему важно знать, в какой последовательности вызываются декораторы. Представим, что у нас есть некий метод, который мы хотим валидировать. Мы хотим валидировать параметры, которые в него приходят. И я здесь создал несколько декораторов. Во-первых, декоратор validate, он навешивается на метод. И декоратор max и декоратор min. То есть мы указываем, что у нас параметр может иметь значение максимальное это 100, и можем указать, что минимальное значение, к примеру, 5. Вот, и теперь вспоминаем, что все декораторы, они отрабатывают в момент, когда создается класс. То есть это происходит задолго до создания инстанса класса, задолго до вызова метода, и на этом этапе мы еще не знаем, какие сюда параметры придут. Поэтому в декораторе min и в декораторе max мы не можем отдельно валидировать наши параметры. И здесь алгоритм действий будет следующий. Нам нужно вот эти вот валидационные правила где-то отдельно в программе запомнить, а потом, когда отработают декораторы параметров, отработает метод декоратор, в котором мы, собственно, путем переопределения самого метода уже можем добавить дополнительную логику, которая будет валидировать параметры на основе тех данных, которые мы собрали, когда отработали декораторы для параметров. Давайте теперь рассмотрим реализацию этих декораторов. И начнем мы со структуры данных, которую нам необходимо запомнить. Это, собственно, наши правила валидации. Это validation rules. Здесь мы запоминаем, к какому параметру применяется это правило, то есть к его индексу, какое именно правило, max или min, или может быть оба параметра. И все это мы собираем в некую map, где ключом у нас будет, ну, здесь есть метод buildKey, точнее функция, она принимает прототип target и метод. И мы здесь просто делаем конкатенацию строк, то есть вот таким образом будет генерироваться ключ. Здесь у нас будет название класса, здесь у нас будет название метода. И для каждого метода, каждого класса мы создаем вот такие вот правила валидации. Здесь у нас в value значением у нас будет список всех validation rules. И мы здесь эти rules объявляем, а дальше у нас идет реализация декоратора min и max. У них она одинаковая. Здесь мы передаем значение, которое будет выступать минимальным или максимальным. И здесь мы получаем наш ключ по таргету и методу. И в rules добавляем по ключу новое правило. Вот таким образом. То есть для декоратора min у нас сохраняется правило min для такого-то индекса, то есть для такого-то параметра. И, соответственно, для max у нас будет правило max. Ну и дальше, собственно, сам декоратор validate. Здесь мы переопределяем метод, создаем новый. Здесь мы получаем ключ, опять же, на основе таргета и метода. По ключу мы можем достать правила для конкретного метода. И дальше мы перебираем в цикле эти правила, валидируем наши аргументы. Если валидация срабатывает, мы наполняем массив messages, вот здесь он. И дальше, если он у нас не пустой, мы выбрасываем ошибку. Вот. И после того, как мы осуществляем валидацию, мы выполняем наш исходный метод. Вот здесь мы просто создаем объект, вызываем у него метод с невалидными параметрами и отлавливаем ошибку. Давайте теперь запустим код и посмотрим, как это отработает. Ну, собственно, вот результат у нас пишет, что аргумент 2 меньше, чем 5. Вот мы его передали, а минимальное у нас 5.
И также аргумент 150 больше, чем 100. Опять же, здесь мы указали, что максимум может быть 100, а передали 150. То есть таким образом выглядит валидация при помощи экспериментальных декораторов TypeScript, где мы использовали такое свойство декораторов, как их строгая последовательность вызовов.